Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать вам о тех помидорах, которые я высаживала в этом сезоне и которые мне не понравились. Это помидоры, которые, я думала, будут отвечать главным своим свойствам. Это вкус, это высокая урожайность, это мясистость, сладость должна присутствовать обязательно в помидорах. И, конечно же, привлекательный внешний вид, что немаловажно. Однако помидоры, которые я выращивала в своих двух теплицах, и те, о которых пойдет сегодня речь, в общем-то, не оправдали моего доверия. Кстати говоря, пару сортов я выращивала уже повторно, и опять-таки осталась ими недовольна. Многие мне говорят в комментариях о том, что вот зря вы так о некоторых помидорах. Возможно, стоит попробовать еще раз. Возможно, агротехника страдала, но все мои помидоры растут в одинаковых условиях, одинаково подкармливаются, и одинаково я их смотрю, и одинаково поливаю, и одинаков температурный у них режим. Итак, легенда Тарасенко. Прекрасный помидор в том плане, что он очень урожайный. Снизу доверху, а это помидор индетерминантный, высокорослый, он покрыт плодами. Буквально такими пучками, кистями свешиваются плоды. Плоды очень красивые, очень привлекательной формы. Они небольшие, но эти плодики очень красивые. Это то, о чем я могу сказать об этом помидоре. Но вкус, сочность, сладость я в этом помидоре не увидела и не почувствовала. Не знаю, по какой причине, но этот помидор уже третий год подряд выдает мне вот эту вот желтую окантовку, которая находится в верхней части плода. И почему-то он до конца не вызревает. Не все помидоры, но большая часть этих томатов не вызревает до самой верхушки. Помидоров много, помидор очень красивый такой внешне, да, привлекательный, но по вкусу и по остальным свойствам он не оправдал моих ожиданий. Поэтому уже дала себе слово, что этот томат я больше высевать не буду. Фокус-покус. Еще один помидор, который мне не понравился, очень красивый внешний вид, он опушенный сам по себе, и листья у него опушенные, и стебли опушенные, но завязывание плодов происходит в нижней части самого помидора, в нижней части самого растения. Помидоров от 5 до 7 штук в кисти, вы видите, их много. Но дальше по растению, также этот томат индетерминантный, кисти почему-то не завязались. Не знаю по какой причине, он очень устойчивый от заболеваний, этот помидор. Вот, и стоит до самой осени с красивой такой зеленой опушенной листвой. Но опять-таки могу вам сказать, что этот помидор я высевать не буду, потому что вкус мне у него не понравился. Правда, в консервации я этот томат не пробовала. Медовый гигант – это помидор, который по вкусу он неплохой. Это крупноплодный помидор. Но в этом году и в прошлом году, кстати говоря, он у меня не получился. Плодов было мало. По вкусу он такой сладковато-кислый. Не могу сказать, что вкус у него какой-то там не такой, какой бы мне хотелось. Но вот по урожайности, конечно же, ну, наверное, с одного куста я собрала, ну, плодов, наверное, 10, не больше. В этом году
я впервые посадила «Загадка природы». Помидор также индетерминантный, высокорослый. Он мне тоже не понравился. Он не вызрел до конца. Вот у меня нет его на срезе. И помидор, который не оправдал моих ожиданий. Он получился абсолютно пресный, такой, знаете, водянистый и невкусный. Поэтому, когда будете писать мне комментарии про агротехнику, там, про подкормки, вы, пожалуйста, учитывайте тот факт, что все мои томаты выращиваются в абсолютно одинаковых условиях. Как я уже сказала, и подкормки, и полив я произвожу в одно и то же время. А вот почему они не получились у меня, это, конечно же, возможно, ну, вызывает определенные какие-то у вас вопросы. Вы видите сейчас помидоры, те, которые не получились. Вот они, ну, не очень такой презентабельный вид имеют. Вот листва у них не очень такая красивая. Ну и, как видите, урожайность не очень высокая. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал, обязательно комментируйте, ставьте палец вверх, если вам понравилось видео, и жмите на колокольчик.